Привет, мои милые друзья! Ну что, хотел бы рассказать про реакцию, которую вызвал мой вчерашний блог. Я сегодня отъезжал, я даже постил фоточки в соцсетях, где я на самокатике катался сегодня. Решил, знаете, развеяться от всей этой бренной суеты. И потом я начал смотреть вообще, наблюдать, как вообще разошлась эта новость по выступлению группы, которая пела про Путина в Украине, в Киеве, в центре Киева, на главной концертной площадке страны. И что я начал наблюдать? Первая эту новость, если мы уже будем называть по именам, первую эту новость поставила страна ЮА со ссылкой на меня, все четко. Потом эту новость поставил 112, тоже со ссылкой на меня, все четко. А потом такое было небольшое затишье, знаете, потому что вот когда мы осуждаем иногда украинских журналистов, мы должны понимать, как они работают, в каких условиях они работают, какую зарплату они получают. Но об этом потом, во второй части моего вот этого вот блога. А пока что они чухались и думали, что же делать. Потом корреспондент поставил мое видео, ну, в общем, понеслась. Апостроф, потом еще там кто-то, Депо поставили, главред поставил, но потом Портников позвонил, сказал срочно убрать, если вы забьете, то будет главред. Потом... Но что же делать дальше? Сегодня Климкин заявил, что все, не прокатит. Самойлова ни при каких условиях не прокатит. И по этому поводу я прокомментировал ситуацию в программе «60 минут». Просьба иметь в виду, что если ситуация не разрешится положительным образом, то будущее участие Украины в мероприятиях под эгидой Европейского вещательного союза, несомненно, окажется под угрозой. Ну, то есть смысл, и Украине говорят, что у них не будет европейского песенного конкурса, что Киев не будет даже там принимать участие, и вот товарищ Павло говорит, что уступки невозможны, все невозможно, все будет так, ну, да, как решил. Мне кажется, стоит оговорить, что это несоизмеримые угрозы, да, вот то, что мы обсуждали, угрозы ядерной безопасности и отмены Евровидения, но тем не менее, кстати, в Киеве переживают по поводу последнего сообщения гораздо больше, нежели из своих атомных станций. Потому что не читают Вашингтон Таймс. И тем не менее, на прямой связи, ведь уже будем вас называть, Анатолий, постоянный эксперт программы «60 минут», Анатолий Шарий. Здравствуйте, Анатолий. Поморщился Анатолий. Да не, просто удивился. И тем не менее, Анатолий, объясните нам, пожалуйста, что происходит. Там же какая-то жутко смешная история. Мы знаем, что Юлию Самойлову прекрасно знаем, что ее не пускают, потому что она выступала в Крыму. Это, конечно же, нарушение украинского законодательства. Все логично было бы, если бы только вчера на территории Киева не состоялся какой-то жутко популярный концерт одной российской команды, которая по совпадению тоже выступала в Крыму, и там даже были какие-то депутаты Верховной Рады. Вот что к чему? Как же так? Да, здравствуйте. В том-то все и дело, что, в общем-то, все логично, да, и Украина имеет право не пускать, потому что законодательство и все такое. Но дело в том, что Климкин, во-первых, он от моего твиттера отписался и, по всей видимости, пропустил эту новость. А эта история, я не побоюсь сказать, романтическая, началась несколько дней назад, когда я узрел с негодованием, знаете, узрел, что в Киеве будет на главной площадке концертной Украины будет выступать некий женский коллектив из России. А я-то знал, что он выступал до этого в Крыму. Более того, пел песню про Путина и совсем не ту, которую поют в Украине. Вот. Я решил дождаться того момента, когда они выступят. То есть это прошло несколько дней, я подготовился, я подумал, возможно, будут выступления, возможно, придут люди в балаклавах. Ну, знаете, как это обычно бывает. Может быть, народные депутаты приедут. Они приехали. Но они приехали для того, чтобы без зайти балаклав. на... Вот, в частности, приехал некто, ну, в простонародье его называют Береза, депутат Береза, Борислав. И концерт прошел, был аншлаг, билеты я уже купить не смог, было забито полностью все. Люди не пели про Путина в этот раз, но для меня удивительно, все знали прекрасно, что они выступали в Крыму. Они этого не скрывали, они везде анонсировали это, как бы были афиши. А что происходит вдруг? Знаете, я нахожусь... я давний сторонник украинской власти, вы же знаете. И как бы меня это просто вызвало настоящее возмущение. Я подумал, что же это такое? Получается, что Самойлову не пускают не из-за того, что она была в Крыму, а по каким-то другим причинам. Возможно, она не нравится украинской власти, которую я очень люблю. И сегодня начался такой небольшой скандал. Украинские СМИ неохотно всасывают эту информацию, потому что надо как-то объяснять. Для власти надо объяснять, так как СМИ лежат под властью. Вот, что происходит? Почему? Получается, нам сама Самойлова не нравится, а не то, что она не была в Крыму? Или закон все-таки... Вот так вот.
Так чем дело кончится, по-вашему, сейчас? Вот грозят тем, что несколько участников не поедут или вообще отменят. К чему там все у вас в Европе, где вы находитесь, идет? Ну, у нас в Европе вообще мало кто обсуждает Евровидение в Украине, но вот во всяком случае на бытовом уровне я такого не слышу, знаете, как бы. А вообще чем закончится? Я полагаю, закончится опять-таки ничем. Если кто-то топнет ножкой у нас в Европе, то там, в Украине разрешат, ну, в качестве исключения, вы же понимаете, из уважения к там физическим всяким недостаткам и все такое прочее. Ну вот, поэтому... Да нет. Ну, то есть дело к бойкоту идет. Это... Если не решат уважить вашу ножку европейскую, которой там кто-нибудь топнет. Я напоминаю, что... Уважат. В том-то все и дело, что тут стоит хлопнуть ножкой, топнуть ручкой, ну или наоборот, и все произойдет очень быстро. Вы же видите, что происходит. Стоит где-то что-то сказать, там, допустим, журналистов, да, внесли на сайт «Миротворец», потом с президентом поговорили люди, и он говорит, нет, вот эти журналисты, они хоть и были там, но они хорошие, потому что они британские. И все. Точно так же будет и здесь. Скорее Спасибо. топайте ножкой. Спасибо большое. На прямой связи был Анатолий Шарий. Абсолютно правильная точка зрения. Итак, вторая часть нашего видеоблога. Что мы знаем об украинских журналистах и о том, как они работают? Я помню украинских журналистов, и когда-то, знаете, как я начал выпадать из тусовки? Я начал выпадать из тусовки, потому что написал когда-то статью о том, как они на фуршетах жрут. Ну, то есть, есть там какие-то мероприятия, и для того, чтобы заманить больше журналистов, устраивается фуршет. И я стоял на этом фуршете, был потрясен, и не зная еще всех этих перипетий, всех этих движух, что нельзя такого писать, я взял и написал о том, как жрали, запихивали конфетки, потом бутерброды туда же со шпротами и в таком стиле. Я на самом деле был жесток и временами не умен, потому что и когда ты узнаешь, как работают украинские журналисты, тебе становится их немножко жалко. Да, есть блатные, знаете, такие козырные петухи, скажем так. Это ТСН, это там вот эти вот все матроны, которые сидят там по 20 лет, и они вещают свою ложь и нормально так себе получают денег. А большинство украинских журналистов, им бы, знаете, день простоять, до ночи продержаться, лишь бы отбыть свой рабочий день, да и свалить куда-нибудь. Так людно на державному літакобудівному підприємстві «Антонов» буває лише в особливі дні. Да, а сегодня на Антонове как раз таки особенный день, потому что там праздник, и запустили самолет. Построили его для Саид Махмуда Бахмуда. Президент України та керівник науково-технічного центру імені короля Абдулазіза, принц Турки Сауд Мохаммед Аль-Сауд. Мухаммед Абдул Ратата. Но самое главное, они говорили во всех этих сюжетах, что там ни одной детали российской. Это, знаете, как было в свое время, дом построил без единого гвоздя. Как бы. І це перший український літак, де сусід-агресор ані на йоту не задіяний в кооперації. Наверное, он весь из украинских комплектующих. Зате українських комплектуючих майже чверть. Нет, он почти на 25%. Видите, какой пафос. Пафос просто. И красивая картинка. Особливість його в тому, що побудували його без жодної російської деталі. Це перше повітряне судно з лінійки заводу Антонова без російських деталей. Розриву коопераційних зв'язків з країною-агресором. Слава українським авіабудівникам! И слава Украине! А теперь я вам покажу коротенький ролик о том, как это делается и что стоит за всем этим пафосом и какова жизнь обычного журналиста. Поэтому, знаете, иногда вдруг такое добром каким-то повеет и хочется, знаете, хочется гладить по головкам. А нельзя гладить по головкам. Надо бить по головкам! Пока не будет того, кого не будет, то они будут летать, давай. Может. Ладно, давай, Люга. И дальше. С госохраной порешали мы проезд через полосу на шале. Кто сказал, что у нас пропустят? Ладно, тогда едем до рамок. Все равно через рамки. Нас только через рамки все. Сейчас будем решать, как автобус перегнать на другую сторону, чтобы обратно сесть и поехать нам на посадку самолета. Самолет еще летает? Летает. Поехали. Да. Ну там я все перекрив ті грамки. Дело в том, що ми посадки самолета не побачимо.
Нам надо 1,5 километра, 2 на полосу. Да потому что регулировщики есть. Самолет минут 10-15 и он садится. Рамки пройти мы реально не успеваем, категорически не успеваем. Теперь только пешком и вот здесь рассредоточиться. Потому что все перекрыто, никто никуда никого не пускает. А где он хоть приедет? Вот это вот он выезжает. Как сядет, мы не увидим, но как приедет... Да.